как быстро летит время. Уже 20 числа сентября, и я на себе лично испытал, как портится погода. Я немного приболел, если вы слышите, но мне стало уже намного лучше. А это значит, что нам пора искать страшные видосы. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакции», где мы вместе с вами смотрим страшные и необъяснимые видео и пытаемся понять, где правда, а где нас обманывают с помощью монтажа. От этой подборки, если честно, я впечатлен. Ну, во-первых, я или не помню, или нам подобных видео еще не встречалось. А во-вторых, там большая часть азиатских видео, а уж они-то мистифицировать умеют. Еще хотел вам рассказать о видео, которые находятся в другом плейлисте. Эта информация, наверное, больше для новых зрителей. На канале есть плейлист под названием «Крик в лайфе». Там я посещаю разные заброшенные места, чтобы проверить их на предмет паранормального. И еще разные видео, которые связаны с мистикой и с всяким необъяснимым. В общем, загляни, я думаю, тебе понравится. Ну а сейчас устраивайся поудобней, мы начинаем. Погнали! В июне 2024 года девушка разговаривала по видеосвязи со своей подругой Кристал. Кристал в ту ночь была в больнице, потому что ее мать только что закончила операцию и нуждалась в компании. Изначально это был обычный видеозвонок, но то, что произошло потом, повергло обеих девочек в ужас. Да? Давайте посмотрим. Давай. О, из шкафа рука! Рука! А поет ей пофиг вообще, какие руки. А поет здорово. Это мое. Maganda ka, pretty ka, mag-continuous ka ng live dito, marami kang magiging supporter. Блять, вот Я разговариваешь ты имею не в очень. виду. Мне кажется, это розыгрыш. Типа розыгрыш над ней. Знаешь, как делают в чат-рулетках. Сначала они были ошеломлены, но женщина в белом свитере наконец поняла, что он только что видел, как за спиной Кристал внезапно появилось несколько Ну, пальцев. типа, не слышу, не вижу и не Сначала говорю. он подумал, что Кристал дразнит его, но после минутного разговора Кристал и его мать, очевидно, очень испугались, а это означало, что здесь не было никакого элемента озорства. А кто из них мать кому? Они до сих пор не знают, что произошло той ночью. Давайте взглянем на это ужасное видео, Давайте. снятое в машине. Это видео было записано моей Автомоечка. сестрой. В то время он посадил свою младшую сестру и сына на заднее сиденье, чтобы помыть машину. Сразу после того, как они купили продукты, наступило время еженедельной мойки автомобиля. Это всегда весело для детей. Ебанись. Однако, что немного странно, так это то, что ближе к концу мойки камера фиксирует нечто ужасное. Давай-ка удиви нас. Что же на мойке может произойти такого страшного? Радовать детей, но напугать нас. Ух, ёпотать. С вами пассажир, безбилетник. Тю-тю. Призрачный мойщик. И вот что самое интересное, смотри, да, она на фоне их, то есть свет на них падает так хорошо, а на нее не особо. То есть сразу мысль, либо это как-то вот как это наложить можно было туда? Ну, как-то можно было, мне кажется. Либо, как любят вот эти вот ребята делать, это вымазать кого-нибудь из людей в белое и вставить, ну, в какой-нибудь там, чтобы типа показать свое лицо и испугать. Жуткая фигура лежала на заднем ряду фигура. и смотрела Мне на кажется, ребенка, милая сидящего фигура. на заднем сиденье.
Очевидно, никто в машине этого не заметил. Он заметил это ужасное существо только позже, когда снова просмотрел видео. Так что То же есть именно настолько нелепо, вы посмотрите. Ну, то есть я имею в виду, тут вот просто два варианта. Либо это наложили и как-то нелепо, ну, в статичном замерли и все, замерло. То есть если бы оно еще чуть-чуть пошевелилось бы, к примеру, было бы еще жутко. А тут просто «О!» Она такая «О, я на мойке, что ли? Я не туда попала». представляет собой эта мрачная вещь? Дверь, не открывайте дверь. Никуя, ребенок куда залез? Или это был Вы не можете ребенок? открыть дверь и начать игру, в которую не хотите играть. Открывай. Этим видео ужасов поделился пользователь. Когда я просматривал его, мое внимание привлекла эта кошмарная миниатюра. На ней изображена серия независимых клипов, соединенных вместе, включая эту странную встречу. Это привлекло меня с самого начала. Давайте посмотрим. Давайте. Кекера, кеке, Шакира, Шакира. Ра-ра-ра-ра-ра-да-да. Там никого нет, по крайней мере мы этого не видим. Но мы не видим. О, ты куда побежал, пиздюк? Странный смех ребенка продолжался. Это самая страшная игра в прятки, которую я когда-либо видел. Слушайте, ну блин, сложно же ребенка так подговорить спрятаться. С каждым шагом Не, ну чувство вот ужаса это- становится все сильнее и сильнее. Но это точно не то. А вот с ребенком было сделано классно. Я не знаю, что вы думаете, но после просмотра этого шоу ужасов Ну, я как будто больше картонная никогда не голова. открою дверь. Следующее видео будет из Японии. Мужчина и А я женщина, думал, похоже, предыдущие снимают сцену своего тоже расставания. оттуда. Женщина взяла камеру, чтобы снимать. Я видел, как мужчина входил в храм в лесу. Ага. Мы слышим, как женщина прощается с мужчиной. После этого мужчина Давай. пошел вверх по тропинке, но, похоже, он не заметил таинственного явления, произошедшего у него за спиной. Давайте посмотрим пока-пока. Бай-бай. Давайте посмотрим вот на это пока-пока. Ну а пока... Ну а пока покакаем дома. Так что мы там не увидели-то? Божечки. В этот момент мы увидели позади себя фигуру, которая, казалось, появилась из воздуха. Да тут все расплывчатое такое, что можно посмотреть на каждый предмет и сказать, блять, это походу фигура призрака. Ну, плюс-минус. Чинкон, чинкон, чин-чин. По-моему, она похожа на женщину. Мы отчетливо видим, как она медленно идет в направлении камеры, а затем камера удаляется. Как вы думаете, что здесь произошло? Это просто иллюзия, вызванная светом? Или они поймали здесь настоящего призрака и стали свидетелями их расставания? Так, видео снято с супружеской парой, Они нам тут отправляются в говорят. горы на приятную пешую прогулку. На приятную Говорят, пешую что за прогулку на последние машине. годы в этом районе пропало несколько человек. Поэтому здесь циркулирует множество городских легенд и историй о привидениях, которые стали темой для разговоров. Мгм. Их поездка прошла хорошо, но после возвращения к машине произошло нечто совершенно ужасное. Давайте взглянем на эту ужасающую Давайте картину. на эту пешую прогулку в машине посмотрим. Наконец-то вы из машины вышли, окей. О! С собой на крыше везли опять безбилетника. Похоже, что кто-то лежит на крыше своего автомобиля, высунув голову наружу и уставившись Хорошо ты подметил. Походу, кто-то лежит на крыше своего автомобиля. И какого хрена он не в свою тачку сел и угнал ее? Пошел он в поход. Это хозяин, походу. А посинел он, потому что замерз.
пока ехали. в ветровое стекло. Пара была очень напугана и немедленно уехала оттуда. Может быть, это чья-то шутка? Если нет, то, возможно, это какой-то тщательно продуманный монтаж, или здесь произошло какое-то Или сверхъестественное явление. мистификация. Возможно, это какой-то пропавший призрак. Либо это хозяин тачки. Ниже приводится более старое, но все еще ценное видео, снятое Ну-ка. сотрудником больницы поздно ночью. В Очень то время старый. он был единственным, кто оставался в этом районе, потому что этот район был заброшен в течение нескольких месяцев. Он что-то убирает. Месяц. Внезапно он услышал странный звук и Это же начал я. записывать следующий снимок. Да ну на. Ой-ой-ой. Не понял. Ты почему в этот момент убираешь камеру? Он к нему вышел? Такой выглянул, еще раз выглянул такой. Угу, там кто-то. Пойду-ка я посмотрю. Нечеловеческая фигура наклоняется к экрану справа. Кажется, что она окрашена в слабый коричневый цвет и почти прозрачна. Можно с уверенностью сказать, что это необычный человек. Это дает основание предполагать, что это может быть квартира с привидениями одной из блуждающих душ, все еще блуждает. Следующее видео было снято мужчиной. Да ладно. Он недавно переехал в новый дом со своей девушкой, но они постоянно слышат странные звуки по ночам и всегда чувствуют, что дома что-то не так. В тот Куда день ты днем он полез, дразнил блядь? свою девушку, чтобы она засняла его спящим, но неожиданно заметил что-то жуткое. Давайте посмотрим. Так, 18+. Ты что делаешь? Мани чела. А что он хотел показать-то? То у жены нет пупка? Ну, то есть здесь-то ладно, понятно. Какая-то страшная фигня. А зачем он пупок-то ее снимал? Он заметил ужасающую фигуру, появившуюся в зеркале позади него, и его камера также запечатлела эту сцену. Сейчас многие люди спрашивают, действительно ли это призрак, бродящий по этой старой квартире, или же Твою мать. есть проблема с камерой. Это видео очень странное, даже немного трагичное. Ну-ка. Его сфотографировал отец во время семейной поездки. Только не дети. В тот день он записывал видео и планировал сделать несколько теплых видеодневников. Однако район, где было снято это Видеодневников? Здравствуйте, пойду видеодневник запишу. Как бы. видео, знаменит пропавшими без вести людьми. Не так давно две сестры таинственным образом исчезли недалеко от этой пещеры. И ты поэтому детей Когда сюда отец привез? собирался войти в пещеру, он Такой, блядь, поеду с детьми, короче, в пещеру, а с женой у них план был, блядь, у нас и так трое. Мы хотя бы от одного избавимся, ну жить не на что. чем-то очень необычным. Давайте посмотрим. Давайте. Собачка. И... Что? Мы должны испугаться. Опа! Что-то перед камерой было, да? Я... Хорошо. А! Бля, дестабилизация. Уй, на. ¿Qué pasa, Nala? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya no me asustes. Hostia, pero esto está profundo. Вы правы. ¿Te pienses tú? Нам не видно ничего. Вы правы. Я знаю, что я прав, но нам не видно ничего. Bueno, Pau. Подойдите, подойдите, подойдите.
Что? Возможно, в этом месте происходят сверхъестественные явления, но многие люди действительно верят, что этот человек на самом деле захватил здесь двух девушек. Мне показалось, это парень и девушка. Это во-первых. Во-вторых, если туда лазят, в эту пещеру, конечно, странно, что там люди просто такие в темноте, как зомби, стоят. Но в целом, разве там не могут быть люди? Ну, даже ладно, хрен с ним. Допустим, там нет людей. Как их туда... Ну, короче, не знаю. Вот что думаете? В пещере заранее были люди или... Ну, вот это монтажом сложно назвать. Либо подговорили людей, чтобы они туда залезли. Вопрос в том, почему эти две девушки появились там. Они ж пропали, блядь. Возможно ли, что мы увидели что-то из другого мира? Матрица. Или это просто шалость двух детей? Это действительно странно. Очень. На этом видео показан призрак ребенка, который был снят в замке Лидс в Великобритании. Ого-го! Замок. Оно Какой было еще? загружено в интернет энтузиастам паранормальных явлений. Ага, ну тогда все Загрузчик понятно. считает, что это может быть призрак ребенка Генриха VIII, потому что в прошлом эта комната использовалась как детская, и там также я есть думал, на несколько крыше стоит. мертвых детей. Так что это может быть призрак одного из них. Дети. С другой стороны, присутствующие обратили внимание на то, что замку более 500 лет. Этот призрак может быть кем-то, кто жил, а не работал в замке. Вы никогда не знаете, кто это. Давайте посмотрим, что было сфотографировано в замке. Давайте. Короче, такой смысл, Это такое ощущение, как будто я уже видел подобный замок. Видео было там, где девушка такая прям по стенам прям лазила. Ну, там видно, что это прям не то чтобы даже постанова, а прям какое-то кинцо, что ли. И эта девушка по стене, которая лазила, как Самара какая-то, только дьяволическая больше. Ну, не знаю, ну, в общем, и схватила другую бабу и там куда-то потащила. И, по-моему, как будто в этом же замке, я не знаю, либо очень похожий. ритмичный удар. Ритмичный удар? Двоечку прописали, что ли? Несколько часов Телепортировались спустя в в замок. комнате маленькой принцессы камера запечатлела призрака. Это было снято стационарной камерой. Видали? Обратите внимание, кажется, что-то выходит из пола в правом нижнем углу экрана. Эта фигура полупрозрачна. Присмотритесь повнимательней. Она похожа на детскую фигурку. Сначала вы сидели на полу, а затем медленно встали. Это так странно. Я ж поднялся Всегда во весь считалось, что рост. дикие животные не могут быть сверхъестественными существами. И испарил. Ай, бляха-муха, и испарился. Можно ли найти лучшее объяснение? Но у меня объяснение такое, как будто бы вот на эту картинку, где в замке, наложили еще одну картинку, где был снят просто ребенок, который сидел на полу, и он там, ну не знаю, встал, грубо говоря. Просто убрали все лишнее от ребенка, сделали его чуть ли там не на зеленом фоне, да, и сюда его вставили, вот, подгоняя цвета, размытость. Вот так, наверное, это. Действительно ли это похожее на Ну, либо, ребенка блядь, фигурка, призрак душа существует. умершего ребенка? Если это правда, то он должен был прожить здесь сотни лет. А то и больше. Пользователь по имени Ми. Изначально он просто хотел подшутить над своей сестрой. Внезапно в его комнате появился сюрприз и немного напугал его, но все было по-другому. Сюрприз появился. Их дом выглядит очень старым, и это не первый случай, когда происходит Вы таинственный нам инцидент. показываете. Так неужели вот в это? этой семье водятся привидения? Давайте посмотрим. Давайте. Эй, говорит, сейчас, говорит, напугаю свою сестру. Все в порядке. Котик, привет. Идите, 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 Нахуй. идите.
Go, 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 go. Чё, го-го-го-го-го-то, блядь? Okay. Get ready. Ох, немного по-другому. Пойдем обратно в комнату. Уходим из комнаты. Пойдем обратно в комнату. Что? Someone just ran in your room. После Этот, того, блядь, как мы прибежал. стали свидетелями всего этого, мы можем со значительной уверенностью сумбур сказать, что здесь действительно произошло нечто очень странное. Ну, раз ты Вы говоришь... обратили внимание на черную фигуру слева? Нет. А. Да? Это, по тот, кто- крайней мере, выглядит очень странно, и он появляется только на нескольких кадрах, прежде чем девочки подбегают к нему. Просто этот чел создавал эти звуки. И, видимо, их план был таков, что сейчас я напугаю этого челика, одену, сестра ничего не понимает, он будет там тук-тук, я буду мы такие побежим, и тут он спалился, короче. И эта баба не заорала. Значит, она тоже про него знала. Короче, мистификация. Это ужасно. Вердикт. А что случилось с тем существом, которое они поймали, когда оно подглядывало в углу? Ну, тот же самый чел. Просто он был на ступеньках. Ну, прям, обман. 这是我们之前看到的那个东西吗？很有可能。 На мой взгляд, это Да можешь нам настоящий снимок, не и показывать третий загрузчик раз. написал в Интересно, описании, вообще, что в первый тот раз. день дома были только он и его сестра, и больше никто не мог 不可能 прийти. 有其他人出 Тоже, 现。 кто бы Так сказал эта бы, фигура что... действительно Да нет, призрак. это просто челик. там. Судите 你来判 сами. 断吧 Следующее видео было записано двумя молодыми людьми. Да. Они 他们 живут 在 в 郊 лесу. 外的森林里。 В лесу Они живут. разместили это видео на Reddit. Говорят, что двое молодых людей Бывает. услышали какие-то очень странные звуки, доносящиеся снаружи. Голос не был похож ни на голос медведя, ни на голос какого-либо другого животного, поэтому они решили разобраться. Один из них начал записывать эти звуки, в то время как другой отвечал за наблюдение. Давайте посмотрим, не столкнулись ли они с какими-нибудь неожиданными сюрпризами. Давайте, конечно. Неожиданный сюрприз. Фига у них лес. Ёбаный в рот, да это медведь. Да? Ну, как бы... Ну, я бы не сказал, что медведь прям конкретно, но что-то... Ну, либо они кого-то нарядили. Я к чему вообще... В лесу живут, вы видели, блядь? Там это ступеньки идут снизу. То есть, по-любому там какой-то дом большой. Живут, говорит, в лесу. На видео, кажется, появляется Ну, так это и называется. Это как, помните, в каком-то из роликов тоже мы смотрели, когда дом стоит, посередине леса. Блядь, как они там живут. Ну, ладно, не суть. высокое существо, идущее навстречу человеку из леса. Пропорции его тела очень не скоординированы, но так ли это Горилла, на самом блядь. деле? Некоторые комментаторы сказали, что видели только две очень большие ноги и одну Ноги. свисающую с части тела, похожей на грудь. Мне На бы грудь, очень на хотелось пупырку, ты узнать, хотел что сказать. вы можете увидеть. К К сожалению, видео внезапно закончилось. Мужчина скрылся с места происшествия из-за страха. А не мог ли это сделать один человек? Или они действительно встретили жуткого лесного монстра той ночью? Пиши в комментариях. Блядь, не в этот момент надо было говорить. Типа, я должен был сказать, и такой переход. А тут еще раз показываю. Пиши в комментариях. Давайте Макс. взглянем на это странное видео. Видеоблогер 22-го года. утверждает, что находится на Второго. корабле в середине Атлантики и готов приступить к работе в ночную смену. Было уже поздно. Как Однако прикольно. они услышали издалека тревожный шум. Сначала они не смогли точно определить источник, но по их мнению шум, должно быть, доносился из морских глубин. Ну, вы уже поняли, да, что я хотел сказать? 22 февраля, ну, то есть 22.02.2022. По-любому призраки в эту круглую дату появляются. Что? Вот вам и нематериальный объект, который достался Эми.
Где? Какой нахуй, что? Нематериальный объект, какой-то Эмми. Кто такая Эмми? Это твой корабль? Можно мне? Это сирены тебе поют. Слушай, ну в любом случае он рядом с портом или что это? Ну где? Ну берег в любом случае рядом. Наверняка там могут быть какие-то, ну, производиться какие-то действия в том, даже если ночью. То есть что-то работать, не работать, я думаю, какие-то, может, техника какая-то. Ну, либо русалки существуют, как бы. Хотя в это поверить даже, знаете, я больше могу, чем в призраков. Я. Гол. Больше похоже дельфины какие-то или... Даже не дельфины, а большие скаты. Да? Прыгнул прямо на меня, говорит. Некоторые люди Заль- думают, что это может быть пение Город русалки, в то время как другие думают, что это звуки какого-то морского животного. А как вы думаете? Так. 下一 Помимо того факта, что он был снят в заброшенной сцене игры Майнкрафт, о самом видео не так много информации. Дэнни и один из его друзей осматривают вход в шахту. Вход в шахту был заблокирован несколькими деревянными досками. Возможно, это сделано для того, чтобы защитить туристов от опасных пещер. Однако, похоже, здесь кроется нечто более опасное, чем крах Майнкрафта. Хотя это и пугает, все здесь кажется нормальным. Когда он выстрелил сквозь деревянную доску, он обнаружил нечто чрезвычайно страшное. Из пальца такой. Локатор по поиску пидоров. Ой, простите. Ого, нихуя. Это что там за... В темноте внезапно появилась огромная фигура. Это существо выглядит необычно высоким и очень худым, с серой кожей и желтыми глазами. Да, и чел такой... Это «О, определенно не-не-не, не пойду человек. обратно». Дэнни думает, что Подобное он увидев, я бы запечатлел сюда бы образ всех бы оборотня. просто позвал Для бы, тех, сказал бы, кто с этим посмотрите, не что тут. знаком, скажу, что оборотень — это разновидность ведьмы в культуре наваха, которая, как говорят, способна имитировать внешность различных животных. Оборотень, Эти это ведьмы ведьма? считаются чрезвычайно опасными и часто хотят причинить вред другим. Ну, посмотрите. То есть, и вы хотите сказать, вот, к примеру, вы бы увидели такое, ну, к примеру, да, вы бы туда не позвали бы никого, вы бы не стали дальше разбираться, вы просто бы такие, типа, ну на, и пошел домой, короче. Да я бы после этого спать бы не смог, у меня бы в голове бы не укладывалось, если я подумал. Да, кстати, вот вообще, представьте, не надо представлять, много кто рассказывает, типа, да я видел, я сталкивался с мистическим. Ну, правда, это было очень давно, там, и фотоаппарат я не мог с собой взять, и не было, времени то. Короче, очень много вот этих «но». Просто представьте, как живется этим людям. Я имею в виду тем, кто, во-первых, верит в это во все, и если они с чем-то столкнулись, или не верили и столкнулись.
Да если бы я что-то подобное увидел, я бы свихнулся. Потому что я не смог бы найти этому логического объяснения, и все. И для меня это был бы тупик, как бы. И я бы, говорю, я бы свихнулся бы, если бы увидел такое. им. Может ли это действительно быть оборотнем? Может, быть, в конечно. любом случае, это Ведьма-оборотень действительно жуткая тощего квартира с отпрыска. привидениями. Странный инцидент, снятый на видео двумя сотрудниками службы безопасности. Ночью в здании раздавался чрезвычайно громкий шум. После тщательного расследования, проведенного там? двумя Это дверь. сотрудниками службы безопасности, они обнаружили, что звук, по-видимому, доносился из конца коридора. Поэтому они приступили к расследованию. Стоит отметить, что ветра не было, а двери и окна не были открыты. На! Это просто тест-драйв дверей новых. Для психов, которые ругаются там с женами, например, или там жена наоборот. И типа, когда психуешь, ты хлопаешь дверью. Это тест-драйв был. Ой, свет сразу нормально. И свет сразу нормально погас. Ого-го, блядь. Они считают, что ящик, должно быть, был потревожен какой-то сверхъестественной силой. Вы согласны с ними? Да. Фотограф туннельного призрака, снявший это видео, является энтузиастом паранормальных явлений. Он любит отправляться в приключения со Туннельного своими призрака? друзьями. Локации включают системы туннелей и катакомб по всей Канаде. Ага. В этом видео в Канаде. они рассказывают городскую легенду о заброшенной системе катакомб, которая ведет в огромную пещеру. Вот так. Во время записи один из их друзей сбился с пути, из-за чего они почувствовали себя немного неловко, и еще более пугающим было то, что произошло дальше. Давайте посмотрим. Конечно. Чё? Кто? Макс? Эй, Макс! Ебать. Прикинь. В детстве, не знаю у кого как, чем кто как занимался, но в нашем детстве интернета и компьютеров не было. В общем, суть в чем? Мы тоже лазили по всяким подвалам. И причем, что самое интересное, в некоторых хрущевках пятиэтажных домов были разные подвалы. То есть у некоторых были подвалы, где был ключик, дверка, свой такой погребочек, так сказать, да, там некоторые хранили какие-то соленья, варенье, картошку. Вот. А в некоторых подвалах не было подобного. То есть такой же вроде бы дом, но там не было такого. Был только в каждом подъезде по одному такому подвальчику, и почему-то он принадлежал какой-то одной квартире. Но не суть. Я представляю, мы по подвалам бывало лазили, короче. И лазили в старых домах, и лазили в домах, которые только строились. И я представляю, если бы мы лазили и подобное увидели. Я бы прям уже был бы седой весь. Они встретили человека, закрывающего лицо, бледного и одетого в белую ткань. Многие комментаторы предположили, что этот человек может быть кем-то, кто погиб в этой системе туннелей раньше. Кто знает, для чего использовались эти древние Мне катакомбы кажется, в это прошлом. тот человек, который мог бы погибнуть. Точнее, он погибнет из-за того, что вы убежали от него. Может быть, он заблудился, там блуждает, ходит, блядь, увидел людей наконец-таки. А вы убежали от него. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Ня. Столкнулись с очень ужасной вещью в Две детской медсестры. больнице. Как только они закончили осмотр пациента, одна из медсестер начала нервничать и выглядела немного испуганной. Они вышли в коридор и начали на что-то пристально смотреть. Другая медсестра последовала за ними, чтобы посмотреть, что произошло. Далее, то, что произошло в этой детской больнице, можно назвать жутким. Показывай. Не томи, показывай.
Я сказал, не говорите этого. Что это? Empieza la estática, boludo, pero está lejos. Ay, la concha de la lora. Что это? La pibita de la cama. ¿Es así Shrek? dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Это Шарик? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. С Шариком, помните, мы как-то видели, как в школе у чувака там тоже с Шариком. Ahí está. Que pase largo, boludo. Ay, la concha de la lora. Ay, la puta que te parió. В конце коридора видно, как к медсестрам плывет маленький Как в воздушный шарик. школе. Он двигался по прямой линии, а затем каким-то образом завернул за угол. Вот что со школой, как объяснить, когда шарик летел по одной траектории, потом сразу он прям повернул за угол. И здесь такая же история. Какой должен быть поток ветра, как это должно сработать, и почему именно сюда повернул. То есть он мог повернуть намного раньше, в стенку упереться, да, например. Может, кто-то что-то знает об этом? Как вот шарик так мог полететь. В общем, пишите, если кто знает. В комнате медсестры. 拐了个弯。 Две медсестры даже сказали, что давным-давно произошло что-то странное. Один пациент утверждал, что что-то коснулось его ноги, в то время как мужчина-медбрат сказал, что тот же самый воздушный шар следовал за ним. Они считают, что произошло сверхъестественное явление, но, как и в большинстве видеороликов, вам решать, как еще является это ли это объяснишь? сверхъестественным Кроме как явлением или сверхъестественным. просто действием ветра. Надеюсь, тебе понравилась эта подборка, и ты впечатлен каким-то из этих видео. И если так, оставляй свое мнение в комментариях, я с большим удовольствием почитаю его. Ну а также хотел напомнить, если вдруг у вас есть видео, которое мы еще не видели, но вы хотели бы, чтобы оно попало в эту подборку и мы его разобрали, подписывайся на мой телеграм-канал и присылай ссылочки об этом видео именно туда. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.